Преступник, предположительно связанный с террористической ячейкой DedSec, носит маску и может быть опасен. Когда они пришли за иностранцами, я промолчал, потому что я не иностранец. Всем привет, с вами вновь Антон Огнев. У нас продолжаются летние презентации, летние показы игр, которые идут вместо E3. И вот сегодня свои игры представила Ubisoft, про которую в последнее время было несколько мало всего слышно. Зато прогремело, в общем-то, выступление Ива Гильмо, который признал, что в играх Ubisoft мало инноваций, они слишком друг на друга похожи, и компании нужно исправляться. И в ближайшие годы мы увидим что-то новое от Ubisoft, поскольку это все-таки большой гигантский корабль, и он несколько долго разворачивается. Но суть в том, что компания будет стараться нас в ближайшие годы удивлять. Ну а пока на этот год у нее достаточно такая проверенная линейка. Один анонс, я думаю, вы уже узнали, который сейчас прогремел на конференции, вполне ожидаемый. Ну еще у нас в этом году выйдет Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion. И в обе эти игры я уже поиграл. Это был абсолютно новый опыт, потому что я сидел у себя дома с кальянчиком, с геймпадом и играл посредством стриминга, облачного стриминга в еще не вышедшие игры. И, видимо, вот в новом ковидном мире и постковидном мире, потому что, я думаю, эти практики будут дальше продолжать, вот нас ждут вот подобные презентации. Многие думают, что журналистам в кайф мотаться по всему свету, летать в разные города, чтобы 3 часа поиграть в игру, а потом с квадратной головой, в общем, записывать свои впечатления, лететь там 4 часа домой, не выспавшись, а то и 12, сбивая себе к черту весь режим, что нам это типа дико по фану. На самом деле нет, гораздо круче вот так вот дома. И надо сказать, что я был удивлен качеством стриминга, не столько картинки, которая там с пикселями, все понятно, но input lag практически не было, и впечатление об игре можно было вполне себе составить, что, в общем-то, я и сделал. И что я могу сказать по поводу Легиона, так это то, что он меня в хорошем смысле удивил. Потому что когда игру впервые показали, не очень понятно было, что это, когда впервые дали чуть-чуть поиграть тоже. Ну, то есть было окей, но интерес представлял только сама идея, то, что ты можешь вербовать разных персонажей и за них играть. Но прощупать ее, насколько это действительно повлияет на геймплей, было невозможно. И вот, наконец-таки, в этот раз именно эту основную концептуальную фишку мне удалось оценить в полной мере. И сразу скажу, что никаких там бурных восторгов Watch Dogs Legion не вызывает по одной причине. То, что эта игра делается на уже устаревшей технологии. То есть это движок там первого-второго Watch Dogs, ты на него смотришь, да, игра еще в разработке, там будут улучшения, все такое, но ты смотришь и понимаешь, что это уже такое двигло на костылях, что на этот движок попытались навесить до хрена всего, всякие новомодные эффекты, может даже рейтрейсинг прикрутят, но все равно видно, что это вот старый движок, который с трудом все это тянет, и ему нужна более серьезная переработка. И на самом деле я надеюсь, что Легион станет кросс-генным тайтлом, ну потому что видно, что в текущей версии просто железо уже не тянет, что они туда запихали. Они пытались и какую-то картинку реалистичную создать с реалистичными текстурами, чтобы Лондон выглядел красиво, и жизни туда напихать, и сделать, чтобы машинки красиво разлетались. Ну вот видно, что это все вот прям дрожит, трещит по швам и с трудом тянет с текущей версии технологии. Это печальная новость. Также то, что связано, в общем-то, с анимациями, со всем остальным, все это устарело. После вала красивейших игр 2020-го в Watch Dogs Legion, ну, к нему нужно привыкать. То есть ты начинаешь играть и такой, что-то я как будто в прошлое поколение переместился. На самом деле, просто в этом году, действительно, под закат поколения вышло очень много красивых игр, и на их фоне Легион, конечно, теряется. Игра очень задержалась в разработке. Им очень, я думаю, важно выйти до Киберпанка, потому что раньше они хотели бы выходить после, а сейчас, мне кажется, им важно выйти до Киберпанка, чтобы не было прям каких-то прямых сравнений.
Но тем, кому нравился Watch Dogs, кому нравился геймплей, те идеи с хакерством, да, с профилированием, которые в эту игру заложены, мне кажется, в Легионе их ждет очень хороший в прямом смысле сюрприз. Лично меня в этом плане игра удивила, потому что в ней появились действительно новые интересные механики, которые, на удивление, работают и создают другие ощущения от геймплея. Ну и кроме того, со своим сеттингом и сюжетом они охренеть как точно попали в современную повестку. То есть понятно, что это делает, что это фантазия, что это делано независимо от того, что происходило в мире, но, господи, насколько точно они попали в 2020 год. Это как Дэн Хаузер, да, говорил, что он не знает, что делать в GTA 6, потому что все, над чем они шутили в GTA 5, уже сбылось. И вот здесь абсолютно та же история. Пока они делали Легион, большая часть того, что они делали, оно плюс-минус притворилось в жизнь. Our London town, a modern metropolis, built on history and prosperity. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Итак, мы переносимся в Лондон, несколько недалекого будущего, где царит хай-тек, весь город опутан CTOS, да, могучие МАИ, которые все контролируют, за всеми следит. Везде ездят электромобили, все сидят в телефонах, естественно. Везде летают дроны, которые следят за порядком, дроны, которые доставляют продукты и товары и прочее. Все компьютеризировано по максимуму. И, конечно, весь этот высокотехнологичный мир, он уязвим перед хакерами и перед хакерами из группировки DedSec, за членов которой мы со времен первой части играем. Но на этот раз события принимают несколько другой оборот. DedSec, в общем, прям разрастается в крупную структуру, в крупную группировку. И в эту группировку уже входят люди всех мастей, в том числе шпионы. И вот за шпиона мы начинаем играть. Проникаем в здание парламента, где выясняем, что какие-то террористы готовят, в общем-то, подрыв знаменитого здания. И при этом они малюют на стенах граффити DedSec. Мы им мешаем всячески, в общем, останавливаем теракт, но выясняется, что теракт они собирались устроить не в одном месте, а по всему городу. И они взрывают кучу достопримечательностей в Лондоне, после чего правительство звереет, вводит туда войска частной военной корпорации, повсюду начинаются народные райоты, митинги, погромы. Все это просто картинка из сегодняшних новостей. Начинается противостояние между протестующими и вот этой корпорацией. Город делят на части, возводят блокпосты. Начинается настоящее цифровое гетто, против которого люди продолжают, в общем-то, протестовать. А DedSec пытается со всем этим делом сражаться и найти, кто же их подставил. Ну и, конечно же, это группировка, возглавляемая другим таинственным хакером. I know you could forget the killer robots everywhere. В такой сеттинг недалекого будущего мы попадаем. Там прошли погромы, прошли протесты. Везде мусор, везде все измалевано граффити, везде ходят суровые парни с пушками и досматривают и щемят простых граждан. Кругом тотальная несправедливость и, в общем-то, контроль властей. И, в общем, это такой не мир киберпанка, а мир на пути к киберпанку. То есть власть корпораций, там, военные, богатые районы, где находятся офисы этих корпораций, которые купаются в роскоши, да, и неоновых всяких небоскребах. И при этом остальные улицы загаженные полностью, с разрисованными памятниками, достопримечательностями и, в общем, всяческой анархией. Короче, идейно мир Watch Dogs Legion мне очень понравился. Опять же, визуально, вот в текущей версии, которую я видел, конечно, хочется, чтобы все это выглядело покрасивее. The friend's official record states he was taken to hospital before he died. Probably can dig up something good if we check it. Ну вот с погружением, атмосферным погружением во все это у меня пока возникли проблемы. Я сразу скажу, что я не сильно топил по сюжету, я прошел одну миссию, а больше пытался тыкать open world и посмотреть, да, как работают различные механики, что вообще в игре можно делать. И это на самом деле самое интересное, потому что в Легионе они пошли, ну, наверное, по пути Far Cry, так можно сказать. Там будет сюжет, будет сюжетная кампания, но ставка в первую очередь на механику, и чтобы эта механика, песочница, тебе генерировала различные ситуации и давала свободу. There's been
an RTA. При этом, опять же, не надо ждать GTA, что там мир как-то будет круто реагировать, полиция будет за тобой интересно гоняться, вот это все. Нет, здесь песочница именно в понимании геймплея Watch Dogs. Когда одну и ту же задачу ты можешь выполнить разными способами. Это, собственно, уже хорошо работало во второй части, но здесь они пошли дальше. И, собственно, вот эта концепция Легиона, то, что у тебя теперь нет главного персонажа, а ты играешь сразу группировкой, она вот со всей этой конструкцией начинает очень интересно играть. Потому что персонажи у тебя абсолютно разные. Например, во вступлении ты играешь за шпиона, у него там свои особенности, потом переключаешься на хакера, гуляешь по городу, видишь там протестующие что-то, лозунги свои выдвигают против роботизации, против ущемления прав. И смотришь, ага, вот этот чувак, он подходит для цели. Подходишь, начинаешь его вербовать, для этого нужно выполнить какой-то сайд-квест. Например, протестующий просит там пробраться в госпиталь и узнать, что произошло с его товарищем, потому что он числится мертвым, но тело его нигде не показали. Ты отправляешься, сначала проникаешь в госпиталь, все это вот с таким привычным геймплеем Watch Dogs, с хаком камер, с включением ловушек, с отвлечением охранников, с запуском там спайдер-бота, который проникает, да, там в места, которые ты не можешь, и взаимодействует с консолями. Ты вот это все делаешь, узнаешь, что чувака там увезли в другое место, он на самом деле жив, нифига не умер, там его просто допрашивают и пытают. Ты уже отправляешься в следующее здание, а там целая база этой корпорации Альбион, где ты опять же самыми разными способами можешь этого чувака вытащить. И вот эта разность способов — это ключевое впечатление от Watch Dogs, потому что когда ты выполняешь вот эти персональные квесты, вербуешь чувака, тебе становится доступен реально новый персонаж. Этот персонаж может обладать абсолютно разными способностями. То есть тот же протестующий, он, например, может включать громкоговоритель, собирать толпу для отвлечения. Он может там фаерами закидывать охранников, из пейнтбольного ружья вырубать их, да, там меткими попаданиями в голову. Если ты там вербуешь строителя, у него там огромный разводной ключ и гвоздомет, но при этом он может вызывать грузового дрона, на которого ты можешь залезать, взмывать воздух. Если твоя задача находится где-то там на верхних этажах, то ты зачастую можешь просто взмыть, обойдя всю охрану, да, спрыгнуть быстро, там, хакнуть, что тебе надо, загрузить данные и смыться. И тебя никто не заметит даже. What's this? We've just hijacked a feed from an Albion prison flight. Seems these poor sods are being renditioned out the country for extreme insubordination. Все персонажи абсолютно отличаются по набору возможностей, характеристик, достоинств и, самое главное, еще и недостатков. Недостатки тоже есть. Я девушку завербовал, она оказалась падкой на азартные игры. Ты такой думаешь, ну это фигня в ее биографии. А потом продолжаешь играть, и у тебя там сообщение, там, такая-то проиграла столько-то денег со счета организации. Или наоборот, потом она может выиграть. Пройти за подробностью, у кого-то даже могут быть проблемы с газами, и когда ты там будешь за него играть, по стелсу чувак может пернуть. В общем, завалить весь стелс. Hey, I successfully murdered. Now get to safety and I'll send our friend the good news. То есть реально надо смотреть, кого ты вербуешь, зачем вербуешь, потому что персонажи очень разные. Есть даже возможность завербовать там шпиона, спецагента. В моем случае это была девушка, она там с пистолетом, у нее Астон Мартин, DB9, старенький, который может пуляться ракетами. У нее есть часы специальные шпионские, которые там все подсвечивают. Или мне, например, удалось завербовать вообще ассасина профессионального. Он оказался таким Джоном Виком, у него прям есть в специальностях ганката, и это означает, что любого противника, охранника, которого ты видишь, и даже если он в тебя стреляет, он тебя заметил, ты можешь затейкдаунить, и он в рукопашку очень прям круто, красиво раздает сразу нескольким противникам. И в зависимости от вот того, за кого ты играешь, у тебя полностью меняется геймплей. Это может быть run and gun, вот как Джон Вик, да, там с просто разбросом всех охранников в разные стороны. У тебя может быть там вот абсолютно беспомощный рабочий, который едва в рукопашку может там вот своим здоровенным ключом зафигарить кого-то. У него будет там этот транспортный дрон, который позволит вот куда-то забираться. Спецагент, соответственно, поможет вообще в погонях там все к чертям разносить. И очень приятный момент во всей этой системе то, что если у тебя персонаж погибает или его арестовывают, это все. Когда ты играешь, у тебя нету кнопки Load, ты не можешь загрузиться.
И это очень круто, потому что ты начинаешь совершенно по-другому ко всему подходить, гораздо более аккуратно, гораздо больше думать и стремительнее действовать, потому что ты понимаешь, что сейчас вот этого твоего крутого ассасина, который всем раздает, если его арестуют, он отправится в тюрьму там, да, и ты очень долго к нему не сможешь вернуться. Если у тебя в команде ты завербовал, есть адвокат, он может помочь арестованных чуваков вытащить из тюрьмы. Конечно, возникает вопрос к логике, что чувак забежал, кучу народу понажил, а его всего лишь в тюрьму посадили. Но простим эти детали вот в пользу самой концепции, которая действительно интересная. А интересна она тем, что, у тебя действительно могут закончиться крутые чуваки, и тебе придется вот этим строителям или протестующим придется проникать в серьезно охраняемые здания. И вот это интересно. Остальное, к сожалению, восторгов не вызывает. Физика осталась, мне кажется, прежней. Я так вот, по крайней мере, разницы какой-то не почувствовал. По-прежнему весело устраивать всякие беспорядки на дороге, хакая автомобили других, да, там приказываем повернуть влево, вправо, ускориться или заднюю сдать. Но ездить по городу не то чтобы интересно. Гораздо интереснее вот взлететь на дроне и пролететь куда тебе надо. Кстати, дроны летают везде, и отдельная тема то, что их можно грабить. То есть летит там какой-то дрон Амазона, ты такой его задизейблил, посылочку чужую забрал. Ну и, естественно, награбленное идет на прокачки всевозможные. Прокачки тоже разные, ты разные гаджеты себе получаешь, можешь ловушки там раскидывать, можешь вот спайдером-бота, с помощью тех же шпионских часов можешь электронику в округе всю вырубать. Короче, разнообразия много и подходов к геймплею тоже много разных. Это прям хорошо. Suspect left the vehicle, maintaining visual. Что касается сюжета, я поиграл в одну миссию, но она была очень хорошая. То есть в ней были и головоломочки простенькие, и какой-то элемент расследования, и экшен. Ты там должен встретиться с информатором, приходишь на место, там была какая-то разборка. Есть неподалеку камеры наблюдения, но чтобы там к ним попасть, к компьютеру, на котором все это хранится, чтобы реконструировать сцену, тебе нужно подключить электричество. Идешь вот как Half-Life Alyx, там с проводкой химичишь, потом пролезаешь, подключаешься, и начинается что-то типа Division, реконструкция сцены, по которой ты следуешь за автомобилем там, по городу, доезжаешь до парковки, на парковке там еще сцена разворачивается, понимаешь, что чувака похитили и перегрузили в другую машину. Потом приезжаешь к его похитителям и уже каким угодно тебе способом его вызволяешь. Короче, вполне отдельно и прикольно, что для всех роликов кучу разных персонажей озвучили. Потому что ты можешь играть с кем угодно, да, и у тебя разные персонажи могут быть в заставках с разными голосами. Come on now, we'll just save you. No, you've just damned us both. Look, I'll upload the intelligence onto an anonymous FTP. They'll explain everything. Actually, I'd like you to explain everything. Короче, очень жаль, что все это дело технически устарело. Ну, то есть, просто по технической составляющей Watch Dogs Legion не вывозит относительно современных игр. И это, к сожалению, просто видно невооруженным взглядом. Я верю, что в финальной версии картинка будет там лучше, чем вот то, что я видел. Здесь вообще прям уже такие вещи, которые в последнее время ты редко встречаешь в играх, вроде там догружающихся объектов, нодов и всего остального. Здесь это прям в полный рост. Я поэтому говорю, что движок не вытягивает. Понятно, что они пытались поднять планку картинки по сравнению с предыдущими частями, но вот не тянет. Возможно, не тянут уже старенькие, да, там, консоли. И на ПК мы увидим более интересную картинку. Но я все-таки надеюсь, что это кросс-ген тайтл, и там, для PlayStation 5 и Xbox Series X они игру доработают, чтобы она посимпатичнее выглядела, тем более, что мы помним, так было с первым Watch Dogs. Разница была существенная. People like us with particular skills, we have a responsibility. You should join that sect. I should never ask. Зайдет далеко не всем, но я думаю, что свои фанаты у Watch Dogs Legion найдутся именно из-за механики, из-за вот этих интересных идей, из-за песочницы. Ну, по крайней мере, видно, куда Ubisoft вот направили свои силы. Они хотят делать более живые игры, более непредсказуемые. Понятно, что у них это там через определенные итерации проходит все. Но я прям хочу посмотреть, что из этого всего в будущем получится. Так. Приветствуем сопротивление.
Legion для поклонников Watch Dogs, тем, кому нравится геймплей, вот для них прямо интересные идеи навернули. Сюжет, я думаю, тоже будет неплохой, по крайней мере, во второй был неплохой. Поэтому не сказать, что я прям вот жду и трясусь и жажду в эту игру поиграть, но когда-нибудь я обязательно сяду поиграть уже в полную версию Легиона. На этом все. Напоминаю, что есть еще ролик про Assassin's Creed Valhalla, смотрите его тоже, ставьте лайк, если понравился рассказ, пишите в комментах, что думаете. Ну и увидимся вот в сюжете по соседству. Счастливо!